Экс-президент с сыном задержаны в столице. Обоим грозит срок. Чеченский сценарий от Лукашенко. Поможет ли это диктатору помириться с Кремлем? Премьер-министра Беларуси унизили в Петербурге. Террористы проникли в Беларусь. Объясняться с ними пришлось женщине. Здравствуйте. У нас на канале выпуск новостей. Про эти и другие события уже сейчас. 25 августа Лукашенко провел встречу с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым и заявил, что Беларусь и дальше остается союзником, а точнее сателлитом России. Мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно. Несколько десятков лет тому назад и свято его придерживаемся. Причем теперь совместно с россиянами Лукашенко собирается делать уже не трактор и не автомобиль, а целый самолет с гордым названием «Освей». Для того, чтобы все-таки Освей был, он нужен на нашем, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет. А чтобы дело шло гладко и деньги выделялись, Лукашенко решил подмазать высокого российского чиновника и вручил ему орден. Куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Вот только судьба Освея может оказаться похожей на судьбу белорусского поселка Освея, где недавно взорвали никому не нужную дымовую трубу. Так что и с самолетом может быть труба. А за день до этой встречи премьер-министр Беларуси Александр Турчин сам отправился в Санкт-Петербург на встречу с главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Показательная деталь. Не Миллер приехал в Минск, Турчин сам прилетел на поклон. О чем именно говорили, стороны скрывают. В официальном сообщении правительства только туманная формулировка про перспективы развития сотрудничества. А в конце визита случился момент, который сказал больше любых пресс-релизов. Когда Турчин прощался с российской стороной у трапа самолета, шел дождь. Охранник спохватился прикрыть его зонтом только за 2 метра до трапа. И то как-то вяло, для галочки. Получилось, как в детском стихотворении. Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. Вот и вся цена стратегического партнерства. Обняться перед камерой можно, а зонт вовремя подать уже не судьба. Тем временем задержали экс-президента страны вместе с сыном, но не в Беларуси, где экс-президентов нет, а в столице Армении Ереване. В сети появилось видео задержания второго президента страны Роберта Кочаряна и его сына, бизнесмена Седрака Кочаряна. Как сообщает антикоррупционный комитет Армении, всего по делу задержаны 6 человек. Подробности обвинений и причины задержания пока не раскрываются, но история только начинается. Латвийские пограничники показали журналистам Deutsche Welle, как выглядит тоннель из Беларуси в Латвию. Недавно, по словам латвийских пограничников, им воспользовались 28 мигрантов, чтобы нелегально попасть в Латвию. Задержали их в 12 километрах от тоннеля, недалеко от города Краслова. Для этого, как мы уже отмечали, привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель. Это уже второй тоннель, обнаруженный на границе Латвии и Беларуси. Первый был обнаружен в начале августа в поселке Силино. Длина границы Латвии и Беларуси 172 километра. Как отмечают в латвийском пограничном ведомстве, в прошлом году они пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первое полугодие этого года таких попыток уже 10 тысяч. Пограничники отмечают, что если первый тоннель был прорыт наспех, то про второй так не скажешь. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры. Подобные случаи фиксируются и в Литве. Пограничники все меньше верят в то, что мигранты сами роют тоннели под границей. По их словам, такие ходы требуют как минимум определенной технической подготовки и помощи. Хотя доказательств участия властей Беларуси у них нет. Однако люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты
Мигранты делают это как угодно и когда угодно. Поэтому в странах Балтии все чаще говорят не просто о нелегальной миграции, а о гибридном давлении со стороны режима Лукашенко. Царь Петр в свое время прорубал окно в Европу, а Лукашенко, как крот, руками мигрантов делает подкопы. Может, пора уже принимать более решительные меры? А в то же время в Минске были замечены другие гости из Афганистана. Пока Лукашенко называет террористами белорусских журналистов и айтишников, из этого же самого списка спокойно принимают делегацию из Афганистана. На прошлой неделе Беларусь посетили представители Талибана, часть руководства которого до сих пор признаны террористами в собственном списке режима. Официальный Минск визит почти не комментировал. Делегацию возглавил министр сельского хозяйства Афганистана Малви Атаула Амари. Гости побывали на Белаже, обсудили поставки карьерных самосвалов для афганских рудников, заехали на Минский тракторный завод, встретились с чиновниками Минпрома и даже посетили Национальную академию наук. Говорили о промышленной кооперации и привлечении белорусских инвестиций в Афганистан. Как мы уже отмечали, отдельный резонанс вызвало посещение Слуцкого сыродельного комбината. Там о продукции делегации рассказывала женщина. Фото с дегустацией газета «Слуцкий край» опубликовала, а потом удалила. И понятно почему. В самом Афганистане с приходом талибов девочек лишили среднего и высшего образования. По данным ЮНЕСКО, это коснулось до 2,5 миллиона детей. Женщинам запретили работать в большинстве организаций и передвигаться без сопровождения мужчины родственника. Вот такого партнера нашли себе власти Беларуси. Идеологически близкого настолько, что даже женщину-эксперта с непокрытой головой рядом с гостями показывать оказалось неловко. Пока талибы выбирают тракторы МТЗ для Афганистана, на Пинщине их уже испытали на конопле. Иронии не занимать. Талибы в Минске обсуждали закупку белорусских тракторов, а буквально тут же на Пинщине эти самые тракторы уже прошли свое первое настоящее испытание на уничтожении конопли. В Пинском районе милиционеры обнаружили поле с дикорастущей коноплей площадью около гектара. Для зачистки зарослей пригнали 2 трактора местного сельхозпредприятия. Общий объем уничтоженного оказался рекордным для района – около 55 тонн. Милиция отчитали, что с начала года в Пинске районе уже нашли 20 мест произрастания запрещенных растений. Так что если делегация талибов действительно увезла с собой парочку тракторов МТЗ, можно не сомневаться, там найдут чем их занять. Ведь Афганистан занимает одно из ведущих мест по выращиванию растительного наркотического сырья. Для справедливости стоит отметить, что при талибах наркотрафик из этой страны сократился. Так может тоже будут бороться с помощью белорусов? В Брестской области попытка снять красивый ролик для соцсетей закончилась встречей с ГАИ. 32-летняя жительница Бреста решила повторить популярный тренд и устроила на дороге огненное шоу. На 3-м километре трассы Брест-Гули, Подлесье Радваническое, женщина разлила бензин по асфальту в форме числа 32, а затем подожгла его. Видео попало в соцсети, где его и заметили сотрудники ГАИ во время очередного мониторинга. После проверки на женщину составили сразу 2 административных протокола за загрязнение или повреждение дороги и за нарушение правил дорожного движения пешеходом. Так что если следующий день рождения хочется отметить с огоньком, возможно, стоит ограничиться свечками на торте. Ровно 35 лет назад, 25 августа 1991 года, Беларусь де-факто провозгласила свою независимость. После провала путча ГКЧП в Москве по требованию депутатов Белорусского народного фронта была созвана внеочередная сессия Верховного Совета. Именно оппозиция БНФ добивалась того, чтобы декларация о государственном суверенитете, принятая еще 27 июля 1990 года, получила силу конституционного закона. Ключевую роль в этом процессе играл Зенон Поздняк, один из лидеров БНФ и главный политический двигатель идеи независимой Беларуси в парламенте того времени. За придание декларации конституционного статуса проголосовали 253 депутата. Тогда же были приняты решения, которые закрепляли политическую и экономическую самостоятельность страны, а деятельность Компартии приостановили. Вот как вспоминал этот день депутат Верховного Совета, а позже первый посол независимой Беларуси в Германии Петр Садовский. Такая великая эйфория, серце некулі з грудей стукало до горла, і ми оказалися, не пам'ятаю, як знайшли себе у кабінеті В'ячеслава Францевича Кебіча,
Ён дастаў з халадзільніка простую шклянку гарэлкі, і мы выпілі. Я тады пазней думаў, чаму мы не пашлі да Шушкевіча. Ну неяк хінулася душа больш тады да Кебіча. І Іосиф Середзіч, памятаю, быў, я кажу, ну, доставай, Язэп, гармонік, і мы рушили на площадь. Уже в сентябре 19 числа БССР была переименована в Республику Беларусь, а государственными символами стали герб погоня и бело-красно-белый флаг. Так что 25 августа это не просто еще одна дата в календаре. Это день, когда независимость Беларуси из декларации на бумаге превратилась в юридическую и политическую реальность. И огромная заслуга в этом принадлежит депутатам БНФ во главе с Поздняком, которые тогда сумели дожать коммунистов, чтобы принять историческое решение. Так что с праздником вас! Берегите себя, если для вас это безопасно, подписывайтесь на Нехта Плюс, ставьте лайки, делитесь этим видео и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих событий. Увидимся уже завтра утром. До встречи!